Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео скажу вам о том, как отремонтировать шуруповерт фирмы Эксперт, который я поработал около года. Все работало хорошо, и в один прекрасный момент все превратилось во все поломанное. Реверс не работает. Теперь невозможно сделать качественный ремонт, и срочно нужно его ремонтировать. Я подозреваю, что здесь проблема с переключателем, который находится возле кнопки включения и оборотов шуруповерта. Сейчас включу сеть, проверим его. Вправо крутится, а влево не хочет. Здесь есть такой маленький переключатель, рычажок переключателя. Бывают кнопочные, которые находятся на ручке шуруповерта или дрели. Здесь он рычажный, и что-то в нем поломалось. Надо разобрать и посмотреть, в чем проблема. Будем разбирать корпус. Здесь есть определенное количество шурупов, которые необходимо открутить. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не так уж и много. Для этого используем крестообразную отвертку. Все шурупы откручены. Теперь можно приступить к открыванию корпуса. Для этого я использую отверточку, или можно использовать нож, любой острый предмет, который ввести в расстояние между верхней и нижней крышкой. И аккуратненько будем открывать вот таким образом. Крышка, видно, снутри грязная. Потом сюда поступает воздух на охлаждение двигателя, поэтому всю пыль тянет сюда, надо будет ее потом помыть. Есть небольшой электромотор, щетки, ламели можно слегка будет почистить двигателя, подшипник немножечко смазать, хотя он здесь еще нормальный. И вот основная часть, которая поломалась, это переключатель. Как я и предполагал. Держится просто в своем пазу на небольших зажимчиках в ручке. Вот таким образом. Какой-то мусор попал в виде стекловаты. Все нужно выдуть отсюда. Теперь необходимо запомнить все выводы, где какие были, и снять переключатель со своего места. FA2-6-1-BEK. Возможно, это ходовой переключатель мощностью 6 ампер. И попробуем его отремонтировать. Записываем на бумагу или зарисовываем расположение основных проводов. Можно сфотографировать с помощью фотоаппарата. По сути, здесь отсоединять нижнюю часть не нужно проводов, потому что у нас переключатель состоит из части контактной, кнопочной, и реверсивной, которая находится вверху. Эту верхнюю часть можно снять, если слегка потянуть. Она находится на 4 шпильках пластмассовых. Вот она снимается, и заменять все в комплексе не надо. Понадобится только разобраться с этим переключателем и выяснить все же, что же с ним произошло. Контактик здесь я пока выдергиваю, потому что они внутри находятся очень туго. Аккуратненько снимаем верхнюю крышку, стараясь не повредить, потому что здесь все тугенько. Вот такая картина перед нами. Рычаг. Доступ к рычагу снизу. Здесь есть контактные площадки.
Вот они. От проводов, которые мы подоставали. Поэтому придется их достать и заново опрессовать кончики проводов. Здесь один окисленный. Почистим сразу одним махом с помощью ВД-40. И теперь необходимо снять нижнюю часть, которая закрывает сам переключатель. Здесь видно рычажок, который отломался. Он был на этой общей части и переключал реверс лево-право. Будем что-то думать, как его закрепить. Вот такая маленькая штучка отпала, пластмассочка в этой части. Видно, что она очень неприятное, слабое место. Или поищем где-нибудь замену на похожих запчастях. Нам понадобится обычный стальной гвоздик, который должен быть по толщине равен отломанному кусочку. Для этого используем штангенциркуль, которым замеряем его ширину. У нас здесь 2 мм. И по этому диаметру примерно подберем гвоздик. Вот тоже 2 мм. Дальше необходимо взять плоскогубчики, взять какую-нибудь горелку. В данном случае будет обычная газовая печь. Хорошенечко нагреем этот гвоздик до красного состояния и впаяем его в пластмассовую часть, где отломался кусочек. Вот этот очень слабое место здесь. Видно, что не продумано до конца китайскими производителями. Нам сейчас необходимо сюда впаять маленький кусочек и затем лишнее откусим с помощью плоскогубцев. Острую часть необходимо откусить сразу, чтобы большее количество целого гвоздика вошло в пластмассовое тело переключателя. И будем нагревать. Вот он так хорошо зашел на свое место. Примерно на 3 мм глубину. Стоит упруго в пластмассе и жестко. Можно охладить его с помощью воды или же другим способом, доступным, который у вас есть. И ждем, пока все остынет. С помощью того же штангенциркуля замеряем длину выступающей части отломанного рычажка. В данном случае у нас здесь 3,5 мм. Это же расстояние отмеряем на гвоздике, который был впаян, и в этом месте откусим. Здесь нужно сделать заметку, можно с помощью ножа нацарапать и любыми подручными материалами. Нож — это самый универсальный инструмент. И откусываем плоскогубцами с кусачками. Вот, лишнее откусили, самое необходимое осталось. Теперь можно мерить в переключателе, как он будет работать, и начать сборку. Замер детали показывает, что немножечко она не встает на свое место, то есть ей что-то мешает. А мешает ей вот эта вот часть, куда мы впаивали гвоздик. Ее необходимо немножечко с помощью надфиля почистить, убрать толщину. Берем надфилек и счищаем лишнюю пластмассу, которая выперла из-за того, что внутрь поместилось тело гвоздика. Здесь буквально нужно снять 1/3 мм. Также аккуратненько почистим верхнюю и нижнюю часть, которая тоже расширились за счет внедрения гвоздика.
и попробуем померить. Внутри тоже видно кусочек вот немножечко от гвоздика вышел, поэтому необходимо его будет с помощью круглого надфилька почистить. Вот он хорошо и плотно ложится. Попытаемся переключить уже после сборки. В данный момент нам необходимо с помощью смазки ВД смазать этот разъем, потому что здесь много пыли, слегка его почистить щеточкой зубной и после этого поставить сверху крышечку защитную. Механизм готов. Теперь закрываем его крышечкой, предварительно слегка смазав обычным маслом моторным или индустриальным. Теперь закрываем. Если она немножко у нас туговато была, китайцы делают так, чтобы потом было тяжелее открыть. Я здесь немножко отломал пластмассовые фиксаторы, поэтому я пару капель использую суперклея для фиксации крышки. В дальнейшем можно будет всегда в этом месте оторвать и открыть ее снова. Ждем, пока оно высохнет. Далее начинаем заниматься проводами. В последний раз были металлические напайки, которые поотпадали опрессовки. И мы сделаем просто обычную опайку оловом, для того, чтобы эти концы проводов стали жесткими. Снимаем с проводов лишнюю изоляцию, примерно на 8 мм, чтобы был оголенный провод. Это нужно для того, чтобы он мог полностью зайти в свой паз, в переключатели. Слегка закручиваем, смачиваем ортофосфорной кислотой, для того, чтобы ее обезжирить. И начинаем паять. Олова нужно брать побольше, для того, чтобы хорошо все опаялось. Теперь устанавливаем на место пластинки прижимные, которые выпали в процессе ремонта. И после этого закрываем это все хозяйство крышкой. И затем каждый проводок войдет на свое место, как только мы его туда хорошо задвинем. Вот он вот таким образом будет фиксироваться. Можно, конечно, фиксировать так по месту, а потом одевать крышку для того, чтобы для удобства подключения. Опять же, не забываем то, какие провода где находились в нашей системе. Теперь можно проверить, как же крутит шуруповерт. Подключаем, пока без сборки его, по часовой стрелке. И меняем направление на другое. Все. У нас все работает правильно. Теперь можно приступить к окончательной сборке. Вот все готово. Сейчас крутится против часовой стрелки. Переключаем. И шуруповерт начинает крутиться по часовой стрелке. Ремонт электрошуруповерта Эксперт ED109 подошел к концу. Работает прямой ход и обратный. Все делать своими руками, с помощью подручных материалов, которые есть у каждого дома. И немножечко нужно иметь знания. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Всем пока!